Послушай меня, дитя мое. Прежде чем ты сделаешь следующий вдох, прежде чем допустишь, чтобы хоть один новый страх отозвался эхом в твоем сердце, услышь ту божественную истину, которую я сейчас кладу перед тобой. Ты стоишь на краю сверхъестественного переломного момента, скрытого мгновения, которое Бог приготовил задолго до того, как ты вообще узнал, что нажмешь «Воспроизвести» на этом послании. Прямо сейчас небо открывает неожиданную дверь над твоей судьбой, и то, что я собираюсь тебе открыть, если ты останешься со мной до самого последнего слова, несет в себе ключ к твоему богатству, твоему чуду, твоему духовному урожаю и той трансформации, о которой твоя душа взывала так долго. Не уходи. Не позволяй сомнению украсть это мгновение. Остаться до конца, потому что последнее откровение, которое я дам тебе, это тот самый секрет, который враг всю твою жизнь сражался за то, чтобы скрыть от тебя. Ты просил меня о знаке. Ты умолял меня о прорыве. Ты задавался, лась, вопросом, жива ли еще моя обетованная тебе надежда, несет ли еще сила завет между тобой и мной, не был ли твой наследственный удел брошен где-то в пустыне твоей боли. И сейчас я говорю ясно, ты здесь не случайно. Это не совпадение. Это божественное, святое вмешательство в бурю, которое пожирало твой мир и твой мирный покой. Я простираюсь в твою тьму с святой целью, потому что благословение, которое я приготовил для тебя, ближе, чем хочет заставить тебя верить твой страх. Но слушай очень внимательно, потому что именно здесь начинается клиффхенгер твоей судьбы. То, что я открою в финальных мгновениях этого послания, содержит святую деталь, сокрытую истину о твоем следующем уровне изобилия, которая столкнется лицом к лицу со всем, что ты думал, будто понимаешь о моем времени. Ты должен пройти со мной через каждое слово, чтобы принять это. Если ты остановишься на середине, ты пропустишь ту самую часть, которая открывает дверь, предназначенную только для тех, кто не отступает. Поэтому я умоляю тебя остаться. Не отворачивайся. То, что ждет в конце, это ключ, который враг никогда не хотел видеть в твоих руках. Прямо сейчас я вижу битву внутри тебя, замешательство, истощение, разочарование в твоих финансах, твоем здоровье, твоих эмоциях, твоих отношениях, в твоем сердце. Я вижу тихие вопросы, которые живут за твоими глазами. Ты спрашиваешь: «Боже, осталось ли еще хоть одно чудо для меня?» Мой ответ – да. Но чудеса не разбрасываются случайно. Они откликаются на веру, на божественное выравнивание, на смелость того, кто отказывается сдаться, даже когда мир шепчет, что все уже кончено. И потому что ты все еще здесь, потому что ты слушаешь, потому что твой дух тянется ко мне, даже когда твое тело устало, я почту тебя. Но я не открою тебе все сейчас. Еще нет. Ты еще не готов, не до тех пор, пока твой дух не впитает то, что я буду раскрывать в ближайшие минуты. Представь, что ты входишь в священный коридор. Каждый абзац – это дверь. Каждый момент – новый слой откровения. И на последнем пороге ты примешь обещание, ту сверхъестественную деталь, которая изменит атмосферу твоей жизни так, как ты даже представить себе не мог, Лы. Это святое мгновение объяснит, почему твое прошлое было таким жестоким, почему твои страдания были такими долгими, почему твой урожай казался задержанным и почему благословение, которое принадлежит тебе, не могло прийти ни одним мгновением раньше, чем именно сейчас. Остаться. Слушай. Пусть мой голос пропитает твое сердце. То, что я сейчас передам тебе, не просто информация, это трансформация, приготовленная Богом, который никогда не покидал тебя, никогда не забывал твоих слез и никогда не игнорировал твою молитву. Пройди со мной до самого конца, и я вложу в твои руки сверхъестественный ключ. Дитя мое, теперь, когда ты переступил первый порог, я должен вести тебя глубже в духовный ландшафт твоих собственных страданий.
Я должен показать тебе истину под истиной, сокровенные духовные механизмы за бедностью, потерями, болезнями, несбывшимися ожиданиями и неотвеченными молитвами, которые формировали твою жизнь до самого этого момента. Я делаю это не для того, чтобы ранить тебя, а чтобы открыть могущественный узор, который я ткал в твоей судьбе, потому что без понимания того, откуда пришла тьма, ты никогда не осознаешь в полной мере величие благословения, богатства и чуда, которые я готовлюсь высвободить над твоим сердцем и твоим будущим. Годами ты шла через долины, которые казались бесконечными. Ты сталкивался, лазь, с щитами, которые не мог оплатить, с диагнозами, против которых не мог сражаться в одиночку, с предательствами, которых не ожидал, и с духовной тишиной, которая казалась вечной. Ты видел, как другие поднимаются, в то время как ты оставался на месте. Ты наблюдал, как возможности растворялись именно в тот момент, когда ты собирался к ним прикоснуться. Ты чувствовал, будто каждая дверь захлопывалась до того, как ты успевал положить руку на ручку. Ты задавался, вопросом, почему другие, кажется, получают свой урожай, в то время как твой оставался скрытым под слоями задержек и разочарования. И в тихие минуты, когда никто не мог услышать, ты шептал мне дрожащей верой: «Боже, почему изобилие кажется таким далеким от меня?» И все же даже в эти часы отчаяния мои глаза были на тебе. Я видел ночи, когда тебе приходилось выбирать между надеждой и капитуляцией. Я видел утра, когда подняться с постели требовало сверхъестественной силы. Я видел тихие битвы, которые не мог исцелить ни один друг, ни один родственник, ни одна человеческая рука. Бедность, которую ты переживал, была не только финансовой. Она проникала в твой дух, твои эмоции, твои отношения и даже в твою идентичность. В некоторые дни ты чувствовал, будто сама жизнь выкачивает из твоего сердца сущность, оставляя тебя изможденным опустошенным и неуверенным в своем предназначении. Я поднимаю эти воспоминания сейчас не для того, чтобы мучить тебя, не для того, чтобы вскрыть раны, а чтобы возвысить твое понимание того, что грядет. Потому что когда благословение божественно, когда чудо вечно, когда завет свят, тьма, которая предшествует этому, часто бывает яростной. Тебя не наказывали, тебя готовили. Бури, через которые ты проходил, были не знаками оставленности. Это были знаки того, что враг вычислил секрет, который я вложил в твою судьбу задолго до твоего рождения. Он почувствовал богатство, наследие, сверхъестественное изобилие, привязанное к твоему имени, и бросил все атаки, какие только мог, чтобы блокировать дверь, которую я уже спроектировал открытой. Но вот возрастание, святое откровение, которое начинает разворачиваться в этот момент. Атаки усиливались, потому что твой урожай приближался. Бедность усилилась, потому что твое изобилие подходило ближе. Болезнь стала звучать громче, потому что твое исцеление спускалось. Одиночество углубилось, потому что твое божественное восстановление подступало к горизонту. И хотя все эти силы давили на твой дух, ты не рухнул. Ты выжил в том, что было призвано уничтожить тебя. Ты выдержал то, что было спроектировано, чтобы заставить тебя замолчать. Ты шла через бури, которые разрушили бы веру многих. И сейчас небо свидетельствует, ты шла до того момента, когда твои страдания начинают разворачиваться вспять. Ты слушаешь не случайно. Ты здесь, потому что твой дух вступил в духовный перекресток, и следующие шаги, которые ты сделаешь, особенно решение остаться с этим посланием до конца, определят, как быстро обещание проявится в твоей жизни. Каждое слово, которое я говорю тебе, часть сверхъестественного разворачивания. Ты идешь через слои откровения, и каждый из них, все более преобразующий, все более мощный, все более выровненный с твоим божественным призванием. Прежде чем я открою следующую часть этой тайны, я должен попросить у тебя кое-что.
Это послание предназначено не только для тебя одной. Духовная атмосфера твоей жизни откликается на твое участие, на твою готовность действовать в вере, на твою решимость открыто выравнивать себя с божественными истинами, произносимыми над тобой. Прямо сейчас я поручаю тебе сделать нечто маленькое, но духовно значимое. Поставь отметку «Нравится» под этим видео как акт согласия, как символический жест, означающий «Бог, я принимаю это слово». Я открываю свое сердце для твоего изобилия. Я вхожу в этот завет трансформации. Это простое действие, совершенное с подлинным намерением, становится пророческим знаком в невидимой сфере. Оно провозглашает, что ты не просто пассивно слушаешь, ты активно входишь в божественное выравнивание, необходимое для проявления твоего урожая. Теперь вдохни глубже, потому что мы должны продолжать. Годами ты верил, что бедность, которую ты видел, была чисто физической или обстоятельственной. Но на самом деле большая часть твоей боли была духовной. Были невидимые силы, действующие против твоего мира, невидимые барьеры, блокирующие дверь к твоему благословению, родовые узоры, эхом повторяющиеся через твою родословную, пытаясь саботировать твою судьбу. Ты сомневался, лазь в себе. Ты сомневался, лазь в своей ценности. Ты сомневался, лазь, слышит ли Бог еще твою молитву. Но истина в том, что я никогда не был далек. Я никогда не молчал из равнодушия. Я создавал трансформацию настолько глубокую, настолько неожиданную, настолько несомненно божественную, что когда она придет, каждый фрагмент твоего прошлого будет истолкован заново через призму победы. Ты оглянешься назад и увидишь, что именно те моменты, которые, как тебе казалось, убивали тебя, на самом деле формировали тебя. Ты увидишь, что бедность твоего прошлого была фундаментом для богатства, которое идет. Ты увидишь, что страдания, через которые ты прошел, построили силу, необходимую, чтобы нести будущее благословение, не ломаясь под их весом. Потому что не каждый сосуд способен удержать божественное изобилие. Это требует сердца, которое прошло через огонь, и все же выбирает веру. Ты – этот сосуд. Ты – это избранная душа. Ты входишь в трансформацию, о которой многие мечтают, но немногие оказываются достойны. Остаться со мной. Следующая часть этого послания откроет библейское чудо, которое зеркально отражает твою историю, и в нем скрыта первая подсказка, священный ключ к тому, чтобы открыть изобилие, предназначенное для твоей жизни. Дитя мое, теперь, когда ты шла через долину собственных воспоминаний, теперь, когда мы раскрыли глубину страданий, разочарований и духовных ран, которые ты нес, я должен привести тебя в место еще более глубокой рефлексии. Эта часть пронзит тебя. Она столкнет тебя с собой. Она вырвет с корнем иллюзии, за которые ты держался, лазь ради утешения. Я задам тебе вопросы, способные потрясти основания твоего сердца, вопросы, которых ты избегал годами, вопросы, которые откроют трещины в твоей вере и обнажат сокрытые причины, по которым твое чудо, твое богатство и твой урожай казались задержанными. Ты должен позволить этим вопросам войти в твою душу, как хирургический скальпель не для разрушения, но для исцеления, пробуждения и преобразования. Скажи мне, дитя мое, сколько ночей ты плакал в тишине, веря, что никто, даже Бог, не слышит тебя? Сколько утр ты пробуждался, лазь с тяжестью в груди, задаваясь вопросом, почему жизнь была такой жестокой, почему бури были столь безжалостны, почему каждая дверь, к которой ты подходил, казалась закрытой еще до того, как ты коснулся ручки? Сколько раз ты делал вид, что силен и в то время как твое сердце рушилось под тяжестью финансовых бремен, одиночества, отвержения и эмоционального истощения? Сколько раз ты задавал себе вопрос, который стоит в центре твоих страданий? Почему бедность выбрала именно меня? Не только бедность денег,
но бедность мира, бедность радости, бедность любви, бедность цели. Как часто ты смотрел на свою жизнь и шептал: «Бог, почему изобилие избегает меня? Что я упускаю? Что я делаю не так? Почему другие поднимаются, а я остаюсь на месте?» Пусть твое сердце сейчас не прячется от меня. Пусть эти вопросы поднимутся. Это тот момент, когда истина начинает разрывать твои цепи. Скажи мне, сколько возможностей ускользнули из твоих рук в последний момент? Сколько раз ты чувствовал себя брошенным, отдав все до последней капли? Сколько лечений, работ, отношений, дружб, проектов или мечтаний ты заливал всей своей душой, лишь за тем, чтобы наблюдать, как они рушатся у тебя на глазах? И в те мгновения крушения разве ты не задавался, лазь, вопросом, была ли твоя вера потрачена впустую? Разве ты не сомневался, лазь, действительно ли мое обещание относится лично к тебе? Разве ты не думал, помню ли я еще завет, заключенный с твоими предками, наследие, привязанное к твоему имени с начала творения? Не прячь свою боль, дитя мое. Твоя честность – это дверь, через которую входит чудо. Теперь слушай внимательно, потому что я должен перенести тебя в библейский момент, который отражает твою историю. Момент, когда жизнь, которая казалась разрушенной, безнадежной, проклятой тяжестью нищеты, была внезапно перевернута божественным вмешательством. Я веду тебя к истории вдовы из Сарепты. Женщины, у которой не было ничего. Женщины, дошедшие до последней ниточки своих сил. Женщины, готовившие свой последний хлеб с сыном и ожидавшие после этого только голод и смерть. У нее не было защиты, не было накоплений, не было поддержки. Ее сердце было пропитано отчаянием. Ее дом был сух, ее ресурсы иссякли, ее будущее было закрыто. Она верила, что для нее не осталось ни одной двери, ни выхода, ни благословения, ни надежды. Разве ее боль не отдается эхом в твоей? Разве ты тоже не готовил свой последний хлеб в собственном смысле, последнюю попытку, последнее решение, последние усилия, думая: это все, что у меня осталось, и когда это закончится, закончусь и я? Разве ты не смотрел на свой банковский счет и не чувствовал того же опустошения, которое она видела в своей катке с мукой? Разве ты не видел, как твои силы тают, как ее последняя капля масла? Разве ты не сталкивался, лазь, с моментами, когда верил, что следующий день принесет лишь потерю? И в эти минуты разве ты не задавался, лазь, вопросом, полностью ли Бог забыл о тебе? Но услышь, что случилось с ней, потому что это тот самый божественный параллель, который враг никогда не хотел, чтобы ты понял. Когда она была в мгновении полномасштабного крушения, когда она верила, что ее судьба окончательно запечатана в нищете, когда ее надежда угасала с каждым ударом сердца, я послал пророка встать у ее двери. Он пришел не для того, чтобы наблюдать ее страдания. Он пришел активировать ее чудо. Он пришел открыть ключ, скрытый ее страдания. Он пришел показать ей, что то, что казалось концом, на самом деле было началом сверхъестественного изобилия. Вот почему я приношу тебе эту историю сейчас, потому что, как и она, ты стоял на пороге отчаяния. Ты смотрел на свою жизнь через объектив недостатка, веря, что твои ресурсы слишком малы, твои способности слишком слабы, твои ошибки слишком тяжелы. Но ее чудо не зависело от того, чего ей не хватало, оно зависело от того, чему она осмелилась поверить. Поэтому я должен спросить тебя, все еще ли ты веришь, что Бог может обратить твою пустоту в избыток? Все еще ли ты веришь, что твой урожай существует, даже если ты его не видишь? Все еще ли ты веришь, что обещание, данное твоему духу, не истекло? Все еще ли ты веришь, что я могу взять последнее семя твоей надежды и умножить его в немыслимое богатство и изобилие?
Или ты позволил страху переписать твою судьбу? Позволил стыду похоронить твою идентичность? Позволил неудаче убедить тебя, что ты больше не достоин на божественного вмешательства? Я должен снова спросить тебя с святой интенсивностью, как долго ты будешь продолжать и обращаться с собой так, будто ты забыт, когда я никогда не прекращал наблюдать за тобой? Как долго ты будешь носить раны, для которых я уже приготовил исцеление? Как долго ты будешь верить, что твоя бедность навсегда, в то время как небо уже имеет план для твоего процветания? Посмотри назад на свои самые темные моменты. Разве они не научили тебя выдержке? Разве они не переформатировали твою веру? Разве они не вырезали в твоей душе силу, о которой ты и не подозревал? Разве они не заставили тебя столкнуться с тем, что ты действительно ценишь? Разве ты не понимаешь, дитя мое, что все, что ты пережил, готовило тебя к той трансформации, которую я собираюсь высвободить? Точно так же, как чудо вдовы было запущено в тот момент, когда она решилась довериться, твое чудо начнет проявляться, когда ты откроешь дверь своего сердца полностью, без колебаний, без страха, без отступления. Ты видел, что может сделать нищета. Теперь приготовься увидеть, что может сделать божественное изобилие. Остаться со мной. Следующая часть откроет, как именно это чудо сочетается с твоей судьбой и что должно пробудиться в тебе, чтобы благословение проявилось в полноте. Дитя мое, когда мы продвигаемся дальше в следующее измерение откровения, я должен подготовить твое сердце к истине, которой готов не каждый. То, что я собираюсь открыть, требует зрелости, смирения и готовности столкнуться с тихими противоречиями, живущими в твоем духе. Ты плакал о чуде, умолял о богатстве, просил об изобилии, молился, лась о облегчении. Но сейчас я должен попросить тебя мужественно посмотреть внутрь, потому что твоя трансформация связана не только с тем, что я дам тебе, но и с тем, что ты должен отпустить, признать и сдать. Прежде чем вдова получила свой сверхъестественный избыток, она столкнулась с решением, которое казалось абсолютно невозможным – отдать последние из своих ресурсов, когда сама умирала от голода. Это нравственная дилемма в центре ее чуда. Ей пришлось выбирать между самосохранением и божественным послушанием. Между голосом страха и голосом веры. Между логикой мира и тайными инструкциями неба. Между тем, чтобы удержать свое последнее семя, и тем, чтобы открыть свой вечный урожай. И теперь я спрашиваю тебя с тем же весом, когда ты сталкиваешься с невозможным выбором, какому голосу ты повинуешься? Ты следуешь шепоту страха, который говорит тебе сжаться, защититься, спрятаться, удержать то малое, что у тебя осталось? Или ты склоняешься к голосу Бога, голосу, который призывает тебя шагнуть вперед, довериться, сдаться, последовать путем, который не укладывается в человеческое понимание? Это тот моральный перекресток, на котором ты стоишь сейчас. И ты должен столкнуться с этой истиной. Божественное благословение никогда не рождается из зоны комфорта. Оно рождается из напряжения между тем, чего ты боишься, и тем, во что ты веришь. Оно рождается из святого мгновения, когда твое сердце выбирает послушание вместо безопасности. Но есть еще больше, нечто скрытое под поверхностью твоих страданий, то, что я до этого не открывал. Видишь ли, дитя мое, каждое чудо следует узору. Каждый прорыв следует божественной последовательности. И каждая судьба имеет духовную архитектуру, спроектированную задолго до твоего первого дыхания. Вдова из Сарепты встретила пророка не случайно. Она была избрана, отмечена, выделена, чтобы нести часть моего сверхъестественного плана, которого она сама не понимала. Вокруг ее жизни было пророческое выравнивание, небесное время, вписанное в ее историю, которое активировалось только в момент послушания.
Ты тоже окружен божественной архитектурой, даже если пока не видишь ее. Ты тоже поставлен на священное пересечение, приготовленное Богом. Страдания, через которые ты прошел, были не случайны. Они были частью духовной карты, чертежа испытаний, которые были допущены, чтобы очистить тебя, снять с тебя иллюзии, укрепить твою веру, подготовить твое сердце к тому, чтобы выдержать изобилие, которое идет. Сейчас я открываю тебе часть внутреннего духовного знания, которое узнают только те, кто пережил великие битвы. Прежде чем Бог откроет дверь, Он открывает все внутри тебя, что могло бы саботировать благословение за этой дверью. Вот почему твое прошлое ломало тебя. Вот почему отношения, которые никогда не должны были идти за тобой в будущее, рухнули. Вот почему возможности, слишком маленькие для твоей судьбы, исчезли. Вот почему ресурсы, на которые ты опирался, иссякли. Вот почему, казалось, каждая поддержка вокруг тебя рухнула одновременно. Это было не наказание, это было очищение. Это было не оставление, это было выравнивание. Это была не потеря, это была защита. Потому что если бы я дал тебе богатство, наследие, священное изобилие, о котором ты меня просил в то время, когда твой дух был не подготовлен, благословение раздавило бы тебя, а не возвысило. Ты просил о божественной жизни, опираясь на человеческие раны. Ты молился, о сверхъестественном процветании, удерживая духовный мусор. Ты искал трансформацию, оставаясь скованным окружениями, привычками, страхами и отношениями, которые бы сожрали то самое благословение, о котором ты мечтал. Это приводит нас к нравственной дилемме, поднимающейся сейчас перед тобой. Ты должен выбрать между версией себя, которая только выжила в прошлом, и версией себя, которая унаследует будущее. Они не могут сосуществовать. Одну нужно отпустить, чтобы другая поднялась. Так ответь мне, готов ли ты отпустить ту версию себя, которая построена на травмах, недостатке и страхе? Готов ли ты отпустить старую идентичность, которая шепчет «я недостаточно хорош», когда я называю тебя избранным Готов ли ты оставить убеждения, которые держали тебя маленьким тогда как я создал тебя для величия? Готов ли ты открыть дверь в божественное будущее, которое я построил для тебя, даже если это потребует оставить руины прошлого позади? Это необычный вопрос. Это ось, вокруг которой поворачивается вся твоя трансформация. Теперь позволь мне сделать предвосхищение. Твой прорыв ближе, чем ты думаешь. Ближе, чем шепчет твой страх. Ближе, чем показывают обстоятельства. Но он не придет так, как ты ожидаешь. Он не последует шаблону, который ты нарисовал у себя в уме. Он не будет похож на те решения, которые предлагает мир. Твое благословение – неожиданное, сверхъестественное, несомненно божественное. Это такой вид изобилия, который не вмещается в человеческую логику. Это такое богатство, которое невозможно объяснить земными системами. Это то чудо, которое отмечает твою судьбу вечным доказательством того, что Бог вмешался. Но знаешь ли ты, что стоит между тобой и этим сверхъестественным высвобождением? Не враг, не твое прошлое, не твой недостаток ресурсов, не твое окружение. Это твоя готовность трансформироваться. Ты не можешь принять новое благословение, удерживая старое мышление. Ты не можешь унаследовать божественное богатство, живя земными страхами. Ты не можешь войти в святое будущее, цепляясь за разрушительные шаблоны. И вот привилегированное знание, которое многие так и не понимают. Твоя трансформация – это ключ, который открывает дверь к твоему изобилию. Трансформация не начинается, когда ты почувствуешь себя готовым Она начинается, когда ты слушаешься.
Трансформация не начинается, когда все легко, она начинается, когда ты выбираешь меня в напряжении. Трансформация не начинается в комфорте, она начинается в капитуляции. Это момент, когда твоя судьба смещается. Это момент, когда небо наблюдает, какое решение примет твое сердце. Это момент, когда эхо твоего прошлого встречается с обещаниями твоего будущего. Это момент, когда ты решаешь, останешься ли там, где ты есть, или поднимешься в то, что Бог написал о тебе с начала времен. Приготовь себя, дитя мое. Потому что в следующей части я открою полноту божественных благословений, приготовленных для тебя, и сверхъестественные обещания, которые уже прямо сейчас начинают разворачиваться в твою пользу. Дитя мое, теперь, когда ты столкнулся, лазь, с тенями своего прошлого, стоял на нравственном перекрестке настоящего и открыл свое сердце для божественной архитектуры, которую я тебе показал, ты готов, по-настоящему готов, принять полноту моих обещаний. То, что я высвобождаю над тобой сейчас, это не просто утешение, не просто ободрение, а сверхъестественное провозглашение, которое уже формирует невидимые сферы вокруг твоей жизни. Ты прошел, шла подготовку, теперь ты войдешь в благословение. Ты пережил обнажение, теперь унаследуешь изобилие. Ты носил пепел, теперь я вкладываю урожай в твои руки. Слушай мой голос внимательно, потому что небо выравнивается с каждым словом, которое я говорю. Твоя жизнь вот-вот будет насыщена божественным богатством, неожиданными возможностями, святыми чудесами и открытыми дверями, которые никакая сила тьмы больше не сможет закрыть. Ты входишь в сезон сверхъестественного расширения, сезон, когда семена, посеянные тобой в слезах, поднимутся как поле обильного наследия. Недостаток, засуха, скудость, молчание – все это ломается. В этот самый момент атмосфера вокруг тебя меняется. Движется нечто древнее и святое, нечто вписанное в твою судьбу задолго до того, как твоя боль вообще началась. Но ты должен слушать глубоко, потому что трансформация, разворачивающаяся сейчас, требует твоего участия. Она требует твоего голоса. Она требует твоего публичного согласия с небесным декретом. И именно поэтому я прошу тебя, не случайно, не символически, а пророчески, написать в комментариях слова «Я принимаю свое божественное благословение». Это не ритуал и не бессмысленный жест, это заветное действие. Когда ты пишешь это, ты провозглашаешь Вселенной, духовному миру и собственному сердцу, что входишь в изобилие, которое ожидало твоей веры. Теперь позволь мне показать тебе обещания, которые я высвобождаю над твоей жизнью. Ты войдешь в изобилие не силой своего труда, а силой своей веры. Ты увидишь чудеса, проявляющиеся там, где раньше видел только невозможность. Ты переживешь прорывы в тех сферах, в которых страдал годами. Ты получишь божественные стратегии, открывающие богатство, возможности и решения, о которых ты не мог даже помыслить. Ты станешь сосудом Божьего сверхъестественного избытка, живым свидетельством того, что обещание неба тяжелее, чем вес земных страданий. Дитя мое, ты входишь в сезон, в котором то, что раньше сопротивлялось тебе, теперь отойдет в сторону. То, что когда-то угнетало тебя, теперь склонится. То, что блокировало тебя, теперь станет самой дорогой, по которой твое благословение будет доставлено. Ты входишь не в случайную удачу, ты входишь в свое наследие, священное изобилие, вплетенное в узор твоей жизни с того самого момента, как твой дух был вдохнут в существование. Но слушай меня ясно, следующий сезон не будет похож ни на что, что ты видел до этого. Его отличительной чертой будет ускорение. То, на что раньше уходили годы, теперь займет месяцы. То, на что уходили месяцы, займет дни. То, на что уходили дни, займет мгновение. Ты увидишь божественные совпадения, неожиданные связи, внезапные повышения, финансовые приращения,
эмоциональное восстановление и духовное возвышение настолько глубокое, что твое прежнее «я» никогда не поверило бы, что это возможно. Ты переживешь исцеление в сферах, о которых уже забыл, что они нуждаются в исцелении. Ты ощутишь мир в уголках сердца, которые молчали годами. Ты восстановишь отношения, когда-то разрушенные непониманием, страхом или болью. Ты простишь себя за ошибки, которые носил как тяжкие ноши. Ты поднимешься в того человека, которым я всегда намеревался видеть тебя, сосуд света, носитель благословения, свидетель божественного изобилия. Дверь в твой новый сезон не метафорична, она реальна. Она открывается сейчас. И пока эта дверь открывается, все, что связано с твоей старой идентичностью, страх, стыд, скудость, чувство недостоинства, сомнение в себе, начнет спадать. Тебе не придется насильно выдавливать эту трансформацию, она произойдет естественно, мощно, божественно, потому что так постановило небо. Но чтобы войти через эту дверь полностью, ты должен объявить свое выравнивание. Ты должен откликнуться на призыв. Ты должен сделать так, чтобы твой голос был услышан в духовной сфере. И поэтому я снова прошу тебя, на этот раз с весом вечности за этими словами, напиши в комментариях: «Я принимаю свое божественное благословение». Эта декларация не для других глаз, она для того, чтобы твое будущее услышало. Теперь позволь мне открыть высшую истину, привилегированное понимание природы твоей трансформации. Благословения не просто падают с неба, они активируются. Изобилие не просто появляется, оно открывается. Чудеса не просто случаются, они притягиваются сердцами, наполненными верой. И твое сердце, дитя мое, наконец достигло уровня готовности, необходимого для этой активации. Страдания, которые ты пережил, размягчили почву. Вера, которую ты сохранял в бурях, посадила семена. Выборы, которые ты совершал во тьме, удобрили твою судьбу. И теперь богатство, которое годами ожидало тебя, готово пробиться сквозь землю. Чувствуешь ли ты сдвиг? Замечаешь ли изменение духовного давления? Слышишь ли, как молчание твоего прошлого уступает место звуку твоего будущего? Это момент, о котором ты мечтал. Здесь твоя история начинает разворачиваться вспять. Здесь твое сердце узнает, что значит быть избранным «Ой», фаворизируемым «Ой» и выровненным «Ой» с божественным. И все, что будет дальше, подтвердит завет между тобой и Богом, завет защиты, обеспечения, процветания, восстановления и сверхъестественной трансформации. Ты никогда не был предназначен жить в нищете. Ты никогда не был создан для скудости. Ты никогда не был предназначен для жизни ограничений. Твоя судьба всегда была завернута в богатство, благословение, наследие, изобилие и божественный перелив. И теперь, с небом-свидетелем, я провозглашаю это благословение над тобой. Твои финансы поднимутся. Твой разум прояснится. Твой дух укрепится. Твои отношения исцелятся. Твои возможности умножатся. Твое будущее засверкает. Твоя судьба пробудится. Твое изобилие потечет. Твои чудеса проявятся. Но чтобы запечатать это, закрепить, войти полностью в следующий уровень божественного выравнивания, напиши слова «Я принимаю свое божественное благословение». Это тот момент, когда небо смотрит на твой ответ. Это тот момент, когда начинается твоя трансформация. Дитя мое, теперь, когда ты стоишь на пороге откровения, когда тяжесть твоего прошлого была обнажена, а обещание твоего будущего явлено, пришло время войти в самую священную часть этого пути. Это момент, когда небо склоняется к земле. Это место, где божественное и человеческое встречаются. Это место, где ты говоришь не из своей боли, не из своего страха, не из своих прошлых ран,
а из своей веры, своей идентичности, своего пробужденного духа. Потому что в этой части мы молимся вместе не молитвой отчаяния, а молитвой трансформации, молитвой обновления завета, молитвой, которая связывает воедино каждую тайну, которую я заложил с самого начала этого послания. Прежде чем мы начнем, пойми это: молитва не пустой звук. Молитва не ритуал. Молитва не просто эмоциональная разрядка. Молитва – это ключ. Молитва – это дверь. Молитва – это священная нить, связывающая твое сердце с вечной волей Бога. Молитва – это инструмент, через который чудеса, благословения и сверхъестественное изобилие исходит в твою жизнь. И эта молитва, именно это, связана с тем самым секретом, который я приготовил в части 3, там, где я рассказал историю вдовы из Сарепты, женщины, встретившей отчаяние, но выбравшей послушание, женщины, которая открыла свое сверхъестественное умножение, выровняв свое сердце с моей божественной инструкцией. Эта связь не была случайной. Эта подготовка не была произвольной. Все, что я разворачивал перед тобой, вело к этому моменту святой активации. Поэтому сделай глубокий вдох, положи руку на свое сердце и приготовься войти в Божье присутствие с искренностью. «Дитя мое, молись этими словами в своем духе, пока я провозглашаю их над тобой. Бог, я прихожу к тебе со смиренным сердцем, неся остатки своего прошлого, страхи, шептавшие ложь в мой дух, сомнения, следовавшие за мной, как тени, воспоминания, пытавшиеся убедить меня, что я никогда не поднимусь, никогда не исцелюсь, никогда не процветаю. Но в этот момент я выбираю верить, что каждая слеза, каждая задержка, каждое разочарование готовили меня к божественному изобилию. Я выбираю доверять, что ты всегда был рядом, направляя мои шаги, защищая мою судьбу и подготавливая мое наследие. Я отдаю шрамы, за которые держался лась. Я отпускаю страхи, которые скрывал. Я кладу к твоим ногам раны, сформировавшие мою идентичность. Я выхожу из тюрьмы своего прошлого. И я открываю дверь для Божьего благословения, Божьего чуда, Божьего сверхъестественного богатства и божественного изобилия, вписанного в мою судьбу. Пауза. Позволь этим строкам осесть в тайных покоях твоей души. Затем продолжай со мной. Господь, Ты – Бог, который умножил масло у вдовы, Бог, который раскрыл Красное море, Бог, который накормил 5000 несколькими хлебами, Бог, который воскрешал мертвых, восстанавливал сокрушенных, возвышал забытых и венчал смиренных. Ты – Бог, который берет малое и вдыхает в него жизнь, Бог, который обращает пустоту в перелив, Бог, который превращает засуху в урожай, Бог, который использует маловероятное, чтобы явить божественное. И сегодня я прошу тебя произвести эту же трансформацию в моей жизни. Я прошу об изобилии, обещанном послушном. Я прошу о чуде, обещанном верным. Я прошу о богатстве, назначенном моему наследию. Я прошу о благословении, которое ждало назначенного времени. Дитя мое, когда ты молишься этими словами, твой дух поднимается в выравнивании с Вечным Заветом. Ты не читаешь поэзию, ты активируешь духовный закон. Ты говоришь не в пустоту, ты призываешь к проявлению то, что Бог уже приготовил для тебя. Ты не просто надеешься, ты принимаешь. Теперь произнеси эту более глубокую, более уязвимую часть молитвы, часть, открывающую духовные врата. Небесный Отец, я прошу Тебя разрушить каждую цепь бедности, цеплявшуюся за мою семью поколениями. Я прошу Тебя разорвать каждое проклятие недостатка, каждый узор неудачи, каждый цикл задержек, каждую цепь духовного, эмоционального или финансового угнетения, которые пытались заглушить мою судьбу. Я провозглашаю, что ни одно оружие, сделанное против моего процветания, не преуспеет. Ни один дух ограничений не выживет в моей жизни.
Ни одна сила тьмы не устоит против моего изобилия. Я вхожу в полноту завета, который ты заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом, завета благословения, плодородия, умножения и божественного наследия. Я провозглашаю, что Бог, который помнит свои обещания, помнит обо мне. Я провозглашаю, что Бог, который поднимает смиренных, поднимает меня. Я провозглашаю, что Бог, который восстанавливает сокрушенных, восстанавливает меня. Я провозглашаю, что Бог, который открывает двери, открывает каждую дверь возможностей, процветания, здоровья и предназначения, назначенную для меня. Дитя мое, это священный момент, в котором обещание, данное в части 3, соединяется с его исполнением. Так же, как вдова послушалась и увидела, как ее чудо умножается день за днем, так и ты начнешь видеть, как благословения разворачиваются не как единичное событие, а как непрерывный поток, сверхъестественный поток, который не иссякает. Теперь слушай молитву, которую я говорю над тобой, слова не из твоих уст, а прямо из неба. Я благословляю твои руки, чтобы все, чему они прикасаются, процветало. Я благословляю твой разум, чтобы каждая мысль и идея, которые ты зачинаешь, приносили плод. Я благословляю твое здоровье, чтобы твое тело выравнивалось с божественной силой. Я благословляю твои финансы, чтобы недостаток стал далекой памятью. Я благословляю твои отношения, чтобы любовь, поддержка и единство окружали твою жизнь. Я благословляю твой дух, чтобы твоя вера поднималась выше твоего страха. Я благословляю твой путь, чтобы каждый шаг вел тебя к божественному изобилию. Я благословляю твою судьбу, чтобы ты стал всем, для чего я тебя создавал. Ты должен понять, что это благословение не символично, оно пророчески. Это не поэтически, это духовный закон. Небо чтит молитву. Небо отвечает на веру. Небо высвобождает изобилие туда, где течет послушание. Но теперь я должен дать тебе последнюю часть молитвы, ту часть, которая запечатывает завет, ту часть, которая превращает твое сердце в сосуд, способный нести вес божественного богатства. Бог, сделай меня управителем, достойным твоего изобилия. Очисти мои мотивы. Омой мои намерения. Укрепи мою веру. Обостри мое развлечение. Направляй мои решения. Охраняй мое сердце. Расширь мою душу. И подготовь меня управлять теми благословениями, которые ты высвобождаешь над моей жизнью. Не дай мне неправильно использовать то, что ты мне даешь. Не позволь мне возвращаться к привычкам, которые когда-то разрушали меня. Не позволь мне цепляться за людей, которые осушали меня. Не позволь мне саботировать двери, которые ты открываешь. Дай мне мудрость, дисциплину и видение, чтобы идти в полноте чуда, приготовленного для моей судьбы. И теперь финальное провозглашение, венец молитвы. Я провозглашаю, что моя жизнь меняется. Я провозглашаю, что моя история поворачивается. Я провозглашаю, что сезон недостатка разрушен. Я провозглашаю, что эра изобилия началась. Я провозглашаю, что я избран, защищен, ведом и благословлен. Я провозглашаю, что я вхожу в дверь сверхъестественной трансформации. Я провозглашаю, что Бог чудес, Бог моей жизни. Я принимаю свое наследие. Я принимаю свое благословение. Я принимаю свое изобилие. Я принимаю свое чудо. И я вхожу в свою судьбу с мужеством, верой и божественной властью. Дитя мое, позволь весу этих слов глубоко осесть. Ты только что произнес молитву, которая активирует сверхъестественное. Ты выровнялся с небесным заветом. Ты высказал вслух то,
что было написано о тебе до начала времен. Это момент, когда благословения начинают двигаться к тебе. Это момент, когда изобилие начинает принимать форму. Это момент, когда небесное обещание становится земной реальностью. Ты молился, лазь. Ты выровнялся, лазь. Ты принял. Приготовься, потому что трансформация уже началась. Дитя мое, когда мы подходим к завершению этого священного пути, я приглашаю тебя остановиться и почувствовать ту трансформацию, которая уже шевелится в самых глубинных камерах твоего сердца. Ты шла через откровение, размышление, капитуляцию и молитву. Ты открыл духовные двери, которые годами были заколочены болью, сомнениями и задержками. Ты выровнялся, лазь, с Божественным Заветом, написанным задолго до того, как ты осознал, насколько глубоко твой дух жаждет обновления. Атмосфера вокруг тебя изменилась. Тяжесть, которую ты несло так долго, начала подниматься. Благословение, чудо, урожай и изобилие, связанные с твоей судьбой, уже сделали первый шаг в твою сторону. Ты не уходишь из этого видео тем же, кем вошел Твое сердце расширилось. Твоя вера обострилась. Твой дух пробудился. Твоя судьба продвинулась. Твоя трансформация уже идет. Все, что ты услышал, произнес и почувствовал в этом послании, готовило почву твоей жизни к величайшему сезону, который ты когда-либо жил. Не недооценивай то, что здесь случилось. Не относись к этому мгновению как к обычному. Небо не собирает столько силы, откровения и божественного внимания, если не высвобождает нечто монументальное. Ты открыл дверь. Теперь ты должен войти. Прежде чем мы завершим, я должен сказать тебе нечто, что поймут только духовно внимательные. Это мгновение не конец, это активация. Это послание не заключение, это начало. То, что ты принял сегодня, ключ, духовное семя, которое продолжит раскрываться, расти и умножаться задолго после того, как это видео закончится. Если ты будешь взращивать это семя, если позволишь этим истинам пустить корни, если будешь продолжать ходить в послушании, богатство, изобилие, исцеление, возможности, ясность и трансформация не просто проявятся, они переливом войдут в каждую сферу твоей жизни. Но ты должен оставаться подключенным Ты должен оставаться выровненным Ты должен оставаться открытым к Божьему водительству. Вот почему я прошу тебя сейчас с той же божественной срочностью, с которой начинал это послание. Напиши в комментариях и провозгласи: «Я вхожу в свою божественную трансформацию». Твой комментарий не для одобрения, он для активации. Это публичное провозглашение твоего завета. Это письменная печать, которая запечатлевает молитву, что ты только что произнес Это знак духовному миру, что ты готов к следующему уровню. Когда ты пишешь, ты говоришь жизнь в свое будущее. Когда ты пишешь, ты провозглашаешь свою судьбу с властью. И теперь я призываю тебя к еще одному акту духовного выравнивания. Подпишись на этот канал. Это не случайная просьба. Это продолжение твоего духовного пути. Трансформация, с которой ты начал сегодня, должна быть питаема, укрепляема, поддерживаема. Каждое последующее послание призвано поднять тебя еще выше, поддерживать огонь твоей веры, сохранять твое выравнивание с Божьими обещаниями, вести тебя через следующие шаги к изобилию, готовить тебя к чудесным прорывам, которые уже поднимаются в сторону твоей жизни. Не позволяй этому мгновению быть изолированным. Не позволяй инерции ослабнуть. Твой дух пробудился, продолжай его питать. Твоя вера поднялась, продолжай держать ее в огне.
Твоя судьба сдвинулась, продолжай идти в этом. Дитя мое, я благословляю тебя, когда ты покидаешь это священное пространство. Я благословляю твое будущее божественной ясностью. Я благословляю твои решения небесной мудростью. Я благословляю твои финансы сверхъестественным расширением. Я благословляю твои отношения восстановлением и защитой. Я благословляю твое здоровье силой и жизнью. Я благословляю твой дом миром, теплом и обеспечением. Я благословляю твое сердце радостью и мужеством. Я благословляю твою судьбу божественным ускорением. Ты не пойдешь назад. Ты не вернешься к цепям, которые когда-то держали тебя. Ты не скатишься в шаблоны, которые высасывали тебя. Твоя трансформация реальна. Твой завет запечатан. Твое наследие разворачивается. И потому что небо еще не закончило с тобой, я говорю тебе со всей Божьей властью, возвращайся на этот канал каждый день. Продолжай этот путь. Продолжай это пробуждение. Входи в полноту своей судьбы шаг за священным шагом. Прежде чем уйдешь, сделай это последнее действие, простое, но духовно мощное. Напиши: «Я вхожу в свою божественную трансформацию». Поставь отметку «Нравится этому посланию» и подпишись, чтобы быть частью этого завета изобилия и веры. Эти действия не цифровые жесты, это духовные соглашения. Это сигналы небу, что ты готов, открыт, посвящен и выровнен с той трансформацией, которую Бог начал в твоей жизни. Уходя от этого послания, неси с собой эту истину: ты избран. Ты защищен. Ты ведом. Ты предназначен. Ты благословлен. Ты трансформирован. Ты идешь в богатство, изобилие, исцеление, восстановление и божественное предназначение. И сам Бог идет с тобой, сейчас и навсегда. Это не прощание, дитя мое. Это начало твоего восхождения. Иди сейчас с верой. Иди с мужеством. Иди с обещанием, горящим в твоем сердце. И возвращайся за следующим посланием, потому что в следующем эпизоде я открою божественные стратегии, необходимые для того, чтобы удержать твое благословение в грядущие дни, месяцы и годы. Твое путешествие продолжается. Твоя история разворачивается. Твое изобилие ускоряется. Пиши в комментариях. Подписывайся. И войди я полностью в сверхъестественную судьбу, приготовленную для тебя. Ты благословлен. Ты избран. И твоя трансформация –